Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как приготовить форму для корпусных пирожных. Если вам интересно, смотрите дальше. В холодной воде замачиваем желатин, оставляем для набухания. В ковшике смешиваем сахар, глюкозный сироп и воду. Ставим на плиту и доводим до кипения, перемешиваем, чтобы полностью сахар растворился. Наливаем горячий сироп на набухший желатин, перемешиваем до того, пока желатин полностью растворится в сиропе. Лимоны выбираем с выраженной кожурой. Чем больше неровности, выраженные ямочки, всякие неровности, тем лучше выйдет молд, и в итоге будет более естественные пирожные. Я вам покажу два способа, как можно приготовить молд. Первый, берем вот такой пластиковый стакан. Этот способ мне больше понравился, легче, без заморочек. Срезаем дно. Мы будем использовать только вот эту часть. Макаем в желатин наш стаканчик. И прикрепляем к какой-то подложке. Ставим в морозильную камеру, чтобы быстрее схватился. Достаем. Ставим половинку лимона по центру. Побольше вот такой стаканчик или емкость какую-то. Можно брать какой-то стаканчик под сметаной или из йогурта. Но так, чтобы сделать толстый слой вот этой желатиновой массы. Наливаем до верха, чтобы лимон был полностью покрыт желатиновой массой. Ставим в морозилку, так она быстрее застынет. Второй вариант я взяла вот пластмассовую бутылку, порезала пополам. Можно использовать обе части. Но, конечно, бутылка более жесткая пластмасса. Потом вы увидите, что не так легко достать. В лимон я поставила вот такой шуруп. Надо скотчем прикрепить палочки к этому шурупу, чтобы лимон можно было поставить на нашу емкость, чтобы он там висел. Вот так, чтобы держался лимон. Наливаем желатиновую массу в эту емкость примерно так, чтобы лимон до половины был в этой массе. Ставим в морозилку, чтобы застыл, и только потом наливаем до самого верха. Это потому, что если будем сразу наливать, то эта жидкая масса лимон поднимет наверх, будет всплывать, несмотря на то, что там есть шурупы, эти палочки. Очень аккуратно прорезать эту пластмассу, желатиновую массу, чтобы были две одинаковые половинки. Но сразу скажу, это сделать трудно, поэтому этот вариант не особо хороший. Такой вариант можно использовать, если вы хотите сделать целый лимон и поставить как декор на торт. Тогда не надо резать пополам, а просто в это отверстие залить шоколад, распределить. Потом очень трудно эти две половинки собрать, чтобы вышел в конце, были одинаковые, симметричные. Так как желатиновая масса достаточно такая мягкая, она не держит хорошо вот эту форму, когда разрезанная. Чтобы сделать шоколадный корпус, нам надо взять шоколад, растопить. Сразу скажу, в этой форме не обязательно наливать темперированный шоколад. Можно брать просто растопленный шоколад, остудить до примерно 28-30 градусов. Окрашивала я двумя желтыми красителями, обычный желтый и неоновый желтый.
так более такой лимонный цвет получается. Наливаем вот шоколад в эту половинку, вращаем, распределяем и потом переворачиваем, чтобы истек лишний шоколад. Складываем эти две половинки, чтобы более они были симметричные. Оставляем до застывания. Я вот укрепила еще резиночками, чтобы эта форма держалась. Снимаем резиночки и смотрим, какие лимончики у нас получились. Нетемперированный шоколад отлично отходит. Конечно, надо аккуратно, если тонкий слой шоколада. Масса очень мягкая, нежная, и его достать без проблем. Вот у нас две половинки, так они как бы красивые, но если их поставить одну на другую, они неровные. Еще немного про эту массу желатиновую. Слой надо делать достаточно толстый. Видите, тут очень тонкий слой. Если сделать вот такой молд тонкий, конечно, у нас один лимон получится, но есть вероятность, что когда мы достанем один вот этот лимончик, то форма будет рваться, и еще раз ее использовать уже не сможем. Вот она достаточно хрупкая, мягкая, если тонкий слой. Очень быстро рвется, поэтому советую делать толстый слой, и тогда с одной формой можно сделать много лимонов. Вот видите, этот очень толстый слой, и можно его прогибать, и он уже так не рвется. Вот этот способ, половинка лимона, можно делать почти целый лимон, оставить снизу вот такое отверстие, чтобы наполнить потом молд с кремом, с бисквитами. Очень удобный молд выходит, хорошо оставляет отпечаток, и каждый дома может такой приготовить и сделать вот такие классные корпусные пирожные. В следующем видео приготовим корпусные пирожные лимончики, наполним их нежным муссовым кремом, лимонным курдом и двумя видами бисквита – шпинатным бисквитом и бисквитом франжипан. Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы не пропустить новые рецепты, эксперименты.